Эта драматичная история берет свое начало в 1994 году в городе Петербор, Великобритания. Ранним утром 28 ноября шестилетний мальчик Рики Ниф, как обычно, вышел из дома и направился в школу. Но до нее он так и не добрался. Его мать, Рут Ниф, забеспокоилась, когда он днем не вернулся домой после занятий. Она побывала в школе, затем обошла соседей, обзвонила родителей одноклассников, но никто не видел Рики. Около 6 часов вечера Рут отчаялась самостоятельно найти сына и обратилась в полицию. Правоохранители оперативно организовали поиски ребенка, в которых участвовали и многие жители города. Сама Рут в поисках участия не принимала, так как ей пришлось остаться дома с младшими детьми. И это вызвало первые подозрения у полицейских. Уже на следующий день мальчика обнаружили в лесу, недалеко от дома, мертвым. Экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение. Британская полиция, по всей видимости, скора на решительные действия и сразу же арестовала Рут, так как она была самым близким родственником, который последним видел ребенка живым. Рут в недоумении пыталась оправдаться, но у нее ничего не вышло. Такому решению полиции здорово посодействовала не самая лучшая репутация у Рут Ниф. Соседи в один голос утверждали, что она любила выпить, плохо смотрела за детьми и прочее. Отчасти это объяснялось тяжелой судьбой Рут. Ее родители свели счеты с жизнью, когда ей было всего 2 года. Детство и юность она провела в детском доме, где, по ее воспоминаниям, воспитатели жестоко обращались с детьми. Сами дети были еще хуже воспитателей. Уже в 17 лет она родила дочку от парня, который тут же бросил ее. Девочка попала в приемную семью. Спустя несколько лет уже от другого мужчины на свет появился Рики, а также девочки Рошель и Шеродин. Сестры рассказывали, что мать не заботилась о них, а маленький брат воровал для них еду в супермаркетах, заботился и утешал, когда им было страшно. По их словам, мать обходилась с Рики сурово, они неоднократно видели, как она кричала на него, не стеснялась и распускать руки. Все это было правдой и играло не в пользу Рут. На суде государственный адвокат почти не старался защитить женщину, а потом и вовсе порекомендовал ей взять вину на себя, но она категорически отказалась признавать, что виновна в гибели сына. Рут только признала вину в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В итоге ей присудили 7 лет лишения свободы. Вскоре после суда отец Рошель Шеродин погиб в дорожной аварии и девочек передали в приемную семью. Они выросли в полной уверенности, что мать виновна в гибели их брата, поэтому на протяжении последующих лет отказывались с ней общаться. В 2000 году Рут Ниф вышла на свободу и сразу же подверглась травле и нападкам со стороны соседей и местных СМИ. Ее считали преступницей, которая получила слишком маленький срок за содеянное. Она не могла найти работу, а каждый поход в магазин или аптеку заканчивался скандалом и руганью. Так как раньше она была никудышной матерью, люди вообще не сомневались в ее вине. Рут знала, что невиновна, но доказать это не могла. В 2008 году судьба свела ее со своим будущим мужем Гарри Роджерсом. Мужчина проникся ее историей, поверил ей и предложил начать самостоятельное расследование. Рут не теряла надежды доказать свою невиновность и согласилась. После долгих запросов и разбирательств в 2013 году им предоставили доступ к материалам уголовного дела. А это целых 13 коробок, набитых под завязку бумагами. Рут и Гарри принялись досконально изучать показания свидетелей, экспертов, найденные улики и вскоре заметили то, что много лет назад упустили полицейские. Оказалось, что одна пожилая женщина видела Рики в то роковое утро, он шел куда-то вместе с мальчиком постарше. Этим мальчиком оказался 13-летний Джеймс Уотсон, приятель Рики. На допросе Джеймс признался, что виделся в то утро с Рики, но они лишь поздоровались, и он пошел дальше. Поскольку сыщики почти сразу решили для себя, что виновата мать, то и стремились доказать именно это, поэтому версию о причастности Джеймса они даже не рассматривали. А вот Рут и Гарри решили двигаться в этом направлении.
Они сделали то, что не сделали тогда полицейские, сдали одежду, которая была на Рике в день гибели, в лабораторию. Анализ подтвердил, что на вещах есть следы ДНК Джеймса Уотсона. Узнав о новых открывшихся фактах, полиция была вынуждена возобновить дело. Джеймса Уотсона арестовали в 2016 году, но чтобы доказать его вину, ушло еще целых 6 лет. На вопрос, каким образом на одежде Рики оказалась его ДНК, Уотсон ответил, что якобы приподнимал мальчика, чтобы тот мог посмотреть через забор на работы на стройке по соседству. Звучало убедительно, вот только выяснилось, что в момент трагедии этого забора еще не существовало. Его установили позднее. Всплыло и темное прошлое Уотсона, он с детства был крайне жесток. В ходе допросов учителей, родственников и знакомых Уотсона также выяснилось, что за 3 дня до гибели Рики Уотсон рассказал матери, что слышал по радио, будто где-то в лесу лишили жизни ребенка, хотя этого не было. После преступления он стал коллекционировать вырезки из газет, рассказывающих об убийстве Рики, их нашли при обыске. Вообще, к 40 годам Уотсон имел в своем багаже более 10 обвинений и несколько судимостей за кражи, драки, поджоги и прочее. В общем, тот еще негодяй. Несмотря на ДНК на одежде и косвенные улики, Джеймс Уотсон не признал свою вину. Разбирательство шло 3 месяца. Присяжные совещались в течение 36 часов и в итоге большинством голосов признали Уотсона виновным. В апреле 2022 года 40-летнему Уотсону назначили пожизненное заключение. Он получил свое наказание спустя 28 лет после содеянного преступления. Рут Нив после вынесения приговора рассказала журналистам, что считает Джеймса Уотсона душегубом, который не только лишил жизни ее сына Рики, но и полностью разрушил ее жизнь и жизнь ее детей. Я потеряла своих детей и свою свободу, а затем мне пришлось начинать все сначала, все еще будучи заклейменной, в том числе и дочерями. Моя семья была полностью разрушена. Я не видела своих дочек более 20 лет.